Восточные базары всегда в топе мест, куда туристы отправляются в первую очередь. Тут не только экзотическая атмосфера, ароматные запахи специй и вкусная еда. Это еще и эмоции, которые остаются на всю жизнь. Плов узбекский, национальный. Знаменитые обжорные ряды в Узбекистане. Они являются объектами историко-культурного наследия республики. Вся национальная кухня представлена десятками поваров прямо на территории рынка Чорсу. А это Ошский базар в Кыргызстане, тоже историческое место. Его планируют перенести за черту города, чтобы избавиться от разросшихся торговых площадей. Просто все умрет, я так думаю. Никто не поедет за 3-9 земель, и торгаши прогорят, и покупатели. От знаменитого Ошского рынка останется, говорят, только центральная его часть, тот самый зеленый базар, с которого все и начиналось. Это то, что под крышей на законных основаниях. То бишь он всю жизнь был Ошским рынком. Как бы он останется, да, все, что вокруг, все, что незаконно построено, освободить дорогу для парковки, вот это как бы надо. Вот смотрю, все везде в беспорядке. А мы сейчас кого плоть не знаем, придет, возьмет, уходит. Пожары, кражи, борьба с нелегальной торговлей. На базарах случается разное. Но в то же время тысячи человек получают возможность каждый день зарабатывать тут деньги. И большая часть продавцов относится к своему непростому труду ответственно. В холод, в зной каждого покупателя они обслуживают с восточным гостеприимством. Купол легендарного ташкентского рынка Чорсу в снегу. По словам местных, редкое зрелище. В Ташкенте зимой осадков обычно мало, и те, что выпадают, сразу тают. Мы попали на рынок в морозный день. Звание это Эскиджуа называется. А почему Чорсу называют? Чорсу – это территория, называется Чорсу, понимаете? В Чорсу находится базар Эскиджуа. Чорсу образовано из двух слов. Чор с таджикского переводится как «четыре», а су на узбекском означает «вода». Еще есть перевод «четыре дороги». Более 10 веков назад на пересечении 4 главных дорог тут появился рынок, который существует и сегодня, считаясь самым древним в Центральной Азии. Ночью весь город, мэр города тревожит всех, и улицы, везде, где снег, они все чистили их. То есть вы это здесь чистите? Нет, да, у нас это, специально эти есть, как его, ответственные, ночные, дежурные, вот это все. Они до утра вот это чистят, чтобы утром рано люди нормально вот так ходили, купили. Та часть Ташкента, где расположен базар, называется Старым городом. В его центре и находится рынок, а еще разные ремесленные мастерские и рядом медресе. Это университет, где изучают каноны исламской религии. Нам захотелось окунуться в стихию восточной торговли, особенно в канун Науруза, когда жители Центральной Азии готовятся встретить приход весны. А вот зелень, вот это все тепличное, да, наверное? Да, тепличное, да, у нас тепличное, у нас наши. Это помидоры, огурцы, зелень, мы экспортируем же. У нас очень, да. В Ташкенте рынок считается общественным местом, и снимать тут можно, не спрашивая разрешения. Да и вообще, зайдя на территорию Восточного базара, очень быстро начинаешь чувствовать себя как дома. Все улыбаются и здороваются. Тех, кому овощи из теплиц не по карману, есть вот такой хороший альтернативный вариант. Например, сушеные помидоры. Их можно добавлять в суп, в поджарку. Там они раскисают и выглядят как настоящие, свежие, только намного дешевле. Тут можно купить не только разные заготовки для приготовления блюд, например, вот уже нашинкованная морковь для плова, но и попробовать всевозможные вкусности. Скоро у нас Наурuz начинается. Наши Сумаляк уже базар открыли. Это сезонный базар, Сумаляк. Это Наурuz готовится, уже у нас готово продается, пожалуйста. И приближается Ураза. Вот, пожалуйста, иншалла у нас.
продается, уже наш национальный. А Это, как делается? это надо таярлайды bunu. Яичко, только вот не серединка, желтый убирается, вот Белок. это, и белок, плюс тут сахар, и еще там свои, это переправа есть еще. Сладкое, да, наверное? Да, Можно попробовать, да. Много покупать их. Мына котаринда манозы, бір кусатым манона. Это же Гоголь-Моголь. Да. Уже вечером, как, вот, обязательно вот это кушать, да, люди? Очень Да. сладко так. Несмотря на жаркий климат, в Узбекистане очень любят сладкое. Например, если это сватовство, то родители жениха обязательно несут в дом невесты много халвы. Потом все, они договорятся, добро дадут. Потом вот эту халву разделяют, они кусок раздают всем, которые там. Покупателями они, вот знаете, как-то душевно разговаривают. Где-то что-то спросишь, да, давайте, ну чуть дешевле, давайте дешевле. Вот очень мне, вот этот вот лоток прям очень мне нравится. Я постоянно у них беру. Фисташки, миндаль, кешью, грецкие орехи. К приходу гостей в азиатских семьях всегда надо быть готовыми. Как минимум набор разных орехов и варенья на столе должно стоять. Для закупа всего этого провианта большинство народа приходит именно на Ошский рынок. С той лишь разницей, что одни просят вешать в граммах, другие в килограммах. Супруги Степановы отовариваются тут всю жизнь. Да, я вот здесь родился, вырос, как говорится, вот, и я знаю, вот по берегу Аларчи с бабушкой ходили сюда, на этот, как он раньше назывался, советский рынок. Все, что под навесом, сегодня называется зеленым базаром. Говорят, именно этот пятачок появился первым в начале 80-х. Неофициально его прозвали так из-за овощей, которые фермеры везли сюда с юга Кыргызстана. Постепенно базар получил официальное название – Ошский рынок. Опять же из-за товара, который сюда привозили из южных городов республики, в том числе и из города Ош. Ни один турист не уходит с базара, не прогулявшись по здешним рядам. Здесь такое все яркое, цветное. Это запахи, специи. Мне очень нравится здешняя атмосфера. Я купил меда и специй, чтобы отвезти домой. С весны у продавцов начинается хорошая торговля. К местным покупателям прибавляются туристы. На одной точке работает как минимум 2 человека. Обычно это семейный бизнес. Пока сын Абдаразака Джумагулова обслуживает розничных покупателей, отец фасует орехи по коробкам и торопится развести товар всем оптовым клиентам. В канун праздника заказов много. Мы же товар раздаем, потом собираешься деньги, и так будто как ты миллионер, богатый, так чувствуется, обращение мне так сам. Девушка, можно я все заканчиваю? Да. Я много раз говорю так. После Чорсу прогулка по Ошскому базару в Кыргызстане выглядит более хаотичной. Вся его огромная территория поделена между 2 десятками владельцев. Чтобы что-то снять, тут надо у каждого спрашивать разрешение. Там, где порядок и чистота, как правило, его получаешь легко, а там, где торговля развернута стихийно, возможен отказ. Многие годы на это тут закрывали глаза. Какие-то прилавки сносили, и на их местах строились торговые центры. И тем не менее, уличных торговцев меньше не стало. Несмотря на то, что Ошский по туристической значимости стоит на уровне с узбекским Чорсу, руководство Кыргызстана все-таки решило переносить базар за черту города. Знаете, что говорят, что вот это построен, вот это то, что под крышей на законных основаниях. То бишь он всю жизнь был Ошским рынком. Он по закону построен как Ошский рынок. Как бы он останется, да, все, что вокруг, все, что незаконно построено, освободить дорогу для парковки, вот это как бы надо. Это мы даже за это, чтобы... Галина продает корейские салаты на Ошском уже больше 20 лет. Пришла на смену своей тете. Каждый день встает в 5 утра, чтобы все заготовки заправить и нести свежую продукцию на базар. Каждую спаржечку надо разделать, винегретик оливье надо нарезать, цветную разобрать надо, да? И вот каждый грибочек мы сидим, разбираем. Это вот нелегкий труд. Вот у меня сноха, допустим, она
немножко другим бизнесом занимается, она все время говорит: вы занялись самым тяжелым трудом. Это действительно очень труд, то бишь это вся семья на ногах, вся семья работает. Вот у меня дома 4, допустим, 2 детей, муж и еще сноха помогает. Да, вот. Под салаты на Орском рынке отведена пара рядов. Раньше предложение было в несколько раз больше. Многие продавщицы не могут стоять весь день уже из-за возраста. Их дети и внуки продолжать дело родителей не хотят. Многие уезжают в Южную Корею. Нам вот запенили крышу, летом нам не жарко. Зимой, да, вот тоже как-то, немножко сквознячок, но ничего, стоим. Мы стойкие, салатницы стойкие, стоим. Обжорные ряды в Узбекистане не то что переносить нельзя, даже видоизменять. За сохранность объекта следит государство, так как это исторический памятник. Здесь питаются не только торговцы с рынка, но и много тех, кто приезжает специально. Ну и, конечно, туристы, которым явно непонятно, как можно есть на улице зимой. Но и попробовать тоже хочется. Говорят, это именно они так и прозвали это место. Они говорят, мы смотрим по телевизору, по телефону смотрим. Аж охота кушать, вот мы и приехали. Вот они сюда приезжают, здесь со всяких стран приезжают сюда. Обжорный ряд, кто так его назвал, интересно? Не знаю, нам тоже когда так сказали, а это обжорный ряд. Я, да, говорю, вот, говорит, показывают. Вот здесь так написано, обжорные ряды. Что, как нравится? Да, вкусно у вас, классно, говорю, все. У нас такого нету, говорят. Ассортимент блюд богатый. Плов, манты, нарын, ханум, много жареной рыбы и шашлыка. И, конечно, целые тазики вкусной узбекской колбасы. Это когда в бараньи кишки набиваются требуха со специями, мясо и рис. Ее покупают те, кому готовить дома некогда, но предстоит встречать гостей. У нас делают в Кыргызстане что-то похожее, называется козы. Но там без риса. Да. У вас более диетическое, да, такое? Да, это диетический. Ну, слушайте, мне понравилось, вкусно. Спасибо большое. У каждого прилавка свой хозяин и у каждого свой клиент, что называется дело вкуса. Лично мне больше всего понравились шашлыки и нарын. Это горы мелко нарезанного отварного домашнего теста и мяса, чаще готовятся из конины. Когда вы отдыхаете? Вечером? Утром на 4 часа стою. 4 утра? Да. Приготовили? Да? На базар? На базар. А здесь до скольки работаете? До 6. Восточный фудкорт работает круглый год. За свежими лепешками продавцы не успевают бегать. За день тут съедаются пуды хлеба. Благо, пекарня стоит тоже на территории базара и считается еще одной из интересных достопримечательностей рынка Чорсу. Вот эту снимать, да? Давайте. А если я ее туда нечаянно уроню? Ай! Да ничего, держите, доставайте скорее. Вон она упала. Руками? Как вы это делаете? Вот так просто обжигает все лицо. Карим рассказывает, что сюда постоянно приходят туристы, такие как мы, чтобы посмотреть. То есть дверь открыта для каждого, и вот так любой желающий может зайти и либо просто посмотреть, либо попробовать. Ну, пробовать здесь просто, unreal. Это надо привыкнуть, наверное, к этому. А как вы, у вас лицо нормально? Не горит? И эти ребята-тандырщики работают тут тоже не один десяток лет. Общаясь с людьми с рынка, я постоянно ловила себя на мысли, что все они очень похожи друг на друга, умеют выходить из зоны комфорта и привыкают к любым трудностям. А главное, остаются преданы своему делу уже на всю жизнь.
У Хасана Курапова в мастерской наоборот, зимой очень холодно. Но он тоже этого не чувствует. У рынка Чурсу есть свои знаменитые мастера по металлу и даже кузнецы. Он один из них. Тут под мостом Хасан работает уже 3 десятка лет. Мастерская ему досталась от отца. Говорит, кузнецов раньше было больше. Сегодня люди приходят с более простыми заказами. Наточить ножи, сварить ворота. Хасан заканчивает делать вытяжку. За 30 лет много чего здесь сделал. Очень много чего сделал. Последнее основное занимаюсь вот такими вытяжками. И одно время и здесь работал, и в вечернем курсе архитектурном учился. Поэтому для меня вот это выкрики не так сложно. Из-за того, что архитектуру закончил, чертежи знаю, как размер знать знаю, поэтому легко работается. Когда-то здесь протекала река, мастерские были выше. Можно предположить, что несколько столетий назад, когда рынок уже вовсю работал, лошадей приводили сюда на водопой. А пока их хозяева выторговывали специи подешевле, возможно, прапрадеды именно этих ребят успевали переподковать животных. Сейчас потребности уже совершенно другие. Вот это для очагов, это горелка. Это для сильного огня. Например, рыбу жарите. Сильный огонь нужен будет. Или вот когда лагман, тесто же варится, чтобы быстро заварить, так сильный огонь нужен будет. Иначе раскиснет. И жарить, и варить вот такой сильный, для сильного огня. А это для слабого огня. Здесь огонь слабый. Классно. Из-за того, что стакана здесь нету. Вообще это хорошие часы. Просто надо открутить, а потом заводить. Вы просто, наверное, не заводили из-за этого. Если на Восточном базаре у продавца стоит задача убедить покупателя купить, то на барахолке скорее уговорить. В Бишкеке их называют блошиными рынками. По мелочи тут можно найти все, что угодно. Так сложилось, что практически все крупные рынки столицы Кыргызстана при себе имеют и такие места. Эта торговля считается незаконной, людей гоняет милиция. Но они возвращаются, так как большинство выходит не от хорошей жизни. Бывает продаем, бывает не продаем, но зато сидим, отдыхаем. Да, с кем-нибудь там знакомый, туда-сюда, все знают. Дядя Боря, привет, как дела? Вот так. А гоняют людей в первую очередь потому, что они торгуют без патента. И уж тем более не платят за аренду торговой площади. С чем, а с этим на базаре строго. Самыми дорогими считаются как раз те самые ряды на зеленом рынке. Тут своя охрана, и на ночь продавцы оставляют весь товар на своих местах. А чтобы спалось спокойнее, все-таки накрывают коробки целлофаном. В месяц аренда торговой точки тут стоит около $200. Чтобы не остаться в минусе, Суинбек работает без выходных. А как у вас сегодня день прошел вообще? Как торговля сегодня была? Сегодня день хорошо был, торговля отличный. У нас сейчас пост же идет. Ороза держим, да? Ну вот это. Около этого месяца хорошо будет торговля. Это мы ждем год. Год ждем, 1 месяц вот это. Домой идете и приятно, чтобы в кармане... Конечно, кармана деньги, это приятно же. Вечером, когда людям можно есть, они и много пьют. Варятся литры компотов. Суинбек продает для этого все необходимое. Сушеный урюк, груши, яблоки, лесную ягоду, перемолотую облепиху. Благодаря тому, что его квартира в 2 шагах от рынка, он не тратит время на дорогу. И лишний час остается поторговать. Вот мои соседи говорят, сейчас они ушли до меня, до час вперед. Да, они до час поздно придет. Да будут добираться долго. Да, добираться дома, сейчас очень большой пробок. В молодости Суинбек работал в правоохранительных органах, но когда родилось 3 детей, зарплаты стало не хватать, и он временно пошел подработать на базар. Так тут и остался на 25 лет. Сначала тоже перебивался с места на место, а потом мог уже позволить себе арендовать хорошую точку. Сейчас они торгуют вместе с женой. Он на продуктовом, она на вещевом. Да, продукты каждый день. Вот продукты за мой счет. Моя жена работает, Дордоя.
Она только одежду покупает. Нам с этого всем Базара. семьям, да. Я только продуктом. Продукты каждый день, вот мясо, короче, что они хотят, мои дети, я все покупаю. Что сегодня принесете? Что сегодня Сегодня купили? я принес мясо, еще кофе, еще этого бешбармак, который готовый, лапша. Сосед, Аллаху Акбар, жақсы. Вместе до пост держим. Ладно, пока. До завтра, сосед. Двое старших детей Суюнбека уже работают. Дочка стюардесса, сын проектировщик в строительной компании. Младший еще школьник, но и он на базаре работать не будет. Суюнбек с женой давно решили для себя, каким бы восточный базар не был, атмосферным и манящим, их дети и внуки получат хорошее образование, чтобы их рабочий день проходил все-таки в комфортном кабинете. У меня дома гость сейчас, внук пришел, гость. Не могу утром выехать. Как он раз проснуться, потом мы играем чуть-чуть. Ну, он сладкий. Ладно, Давайте. пока, до свидания, до встречи. Учитесь и будьте умными.